Привет всем моим подписчикам. Сегодня фильм «То дождь, то солнце», 2011 год, иногда пишут 2010 год. Оригинальное название «Люблю, не люблю» или «В любви, в нелюбви», «В горе и в радости» еще одно название. Режиссер и автор сценария Ли Юн Ги. В ролях Хён Бин и Им Су Джон. Странный фильм. Я давно хотела сделать обзор, но как всегда, не могла найти нужного файла для монтажа. И до сих пор не могу найти, но нашла хотя бы картинки. Но почему-то желание поговорить об этом фильме было настолько велико, что я решилась. Необычное начало. В машине едут супруги. Ну, супруги не супруги, в общем, люди, которые связаны друг с другом отношениями. Неважно, на какой стадии эти отношения, это уже потом выясняется в процессе, чтобы объяснить зрителям, почему девушка решилась на разрыв. Он говорит, что принял решение работать дома, в подвале, чтобы больше времени проводить с ней, чтобы сэкономить на аренде, чтобы не мотаться туда-сюда. В общем, знакомые всем нам проблемы. Из разговора мы понимаем, что не все было гладко, и что в этой семье каждый справлялся со своими проблемами в одиночку. Ну, во всяком случае, так казалось. И, видимо, чтобы как-то спасти эти отношения, он предпринимает попытку все исправить. Но поздно. Она в ответ: «Я съезжаю оттуда, я ухожу к другому». Как-то все так тихо, буднично. «Даже не знаю, что сказать», — отвечает он. Вот они приехали домой, на улице идет дождь, звонит мама девушки. Судя по содержанию, мама в курсе. Ну, не обдумать ли все еще раз хорошо, беспокоится мама. Она же переживает, что дочь не поужинает. Я не могу пересказать все диалоги, но то ли потому, что их мало в фильме, то ли потому, что они все кажутся важными, мне хочется не упустить то, что делает этот фильм необычным. А может, дело вовсе не в диалогах, а в многозначительном молчании, обдумывании сложившейся непростой для обоих ситуации. Дождь через дверь на террасу заливает пол в комнате. Она пытается закрыть, но у нее ничего не получается. И она просит его помочь. Он легко справляется с этим, и на вопрос, почему у нее не получается, он отвечает: «Ты применяешь силу, а надо умение. В следующий раз отведи дверь назад, а потом закрой». Многоуровневый дом, каждый разбредается по своим этажам. Вот они обсуждают кулинарные способности мужа. Он предлагает ей свою помощь вынести мусор, ее это раздражает, и она говорит ему: «Я не сержусь, ты же это знаешь». «Да, знаю», — отвечает он. То есть она уходит, и она не сердится. Это о многом говорит. Со стороны кажется, что тому, кто уходит, всегда легче, ведь он инициатор разрыва. Значит, он все продумал, его ждет новое будущее. Только будущее эфемерно. Ни она, ни он, ни все мы не знаем, что нам приготовило будущее. Мы планируем, мы предполагаем, но что случится на самом деле, никто не знает. Еще, мне кажется, очень важно, он не умаляет ее, не приводит аргументы, что она пожалеет об этом. Он смиренно воспринял это и упаковывает чайный сервиз. Перед лицом расставания они предельно внимательны друг к другу. «Я всегда все выбрасываю, а ты запасаешься», — говорит она мужу. Они обсуждают его намерение расстаться с архитектурным дизайном, то, чем он занимался, и то, что ему нравится. В общем, грядут перемены. Вот они спасают котенка, мокнущего под дождем. Котенок расцарапал мужу руку, она хлопочет с раненой рукой. Потом они долго ищут котенка, и тут появляются новые действующие лица хозяева котенка. Они входят в дом и ждут, когда котенок выйдет на запах кильки. Ведут пустые разговоры, звонит телефон, это любовник, жена разговаривает с ним, оба сходятся на том, что из-за ливня сегодня ее отъезд не состоится. Соседи, так и не поймав кошку, уходят домой. А муж начинает готовить ужин, так как поход в ресторан из-за ливня стал невозможен. Вообще у меня сложилось впечатление, что он ее любил, а она позволяла любить себя. Может быть, я ошибаюсь. Она подключается к готовке, он отправляется в ванную промыть от нарезки лука глаза, и там, на минуту расслабившись, он осознает всю серьезность и боль от происходящего. А в это время жена накрывает на стол, и появляется котенок, который начинает есть кильку. И она ему говорит: «Все нормально». Через паузу опять: «Все будет нормально». И я расценила это как то, что она остается. Я уже говорила в обзоре на полный дом. Живут два человека, плохо ли, хорошо ли, но они привыкают друг к другу. Наши герои прожили 5 лет, но невозможно вычеркнуть эти 5 лет из своей жизни и расстаться с чужими людьми. Она ему задает вопрос: «Почему ты не злишься? Ты должен злиться».
Может, за отсутствием эмоций она видела отсутствие любви? Странное дело. Нет динамики, нет детективной линии, ни ужастик, нет надрыва. Все достаточно монотонно и однообразно. Два действующих лица. Похоже на телеспектакль, но оторваться невозможно. Кстати, я слышала, что Хён Бин отказался от гонорара, лишь бы фильм состоялся. До того ему понравился сценарий. Вот такая незамысловатая история, малыми средствами и формами суметь показать глубинную драму расставания. Мне понравился прием, когда камера выхватывает безлюдные локации, как бы ища героев. Всем рекомендую. Кто счастлив в отношениях, кто расстался, кто в поисках новых, кто пребывает в унынии. Просто лаконичный, отрезвляющий фильм. Каждый найдет что-то для себя. Как пить дать, кассовые сборы никакие, но так бывает. На сегодня все, не унывайте, все будет нормально. Всем пока.